Всем здравствуйте! Как-то я сама собиралась в поездку и искала информацию по интересующим меня местам. Как доехать, где поесть, как ходит транспорт и много другой информации, которую приходилось искать по разным видео и сайтам. А я именно тот гениальный стратег, который, когда видит карту, вообще ничего не понимает. И на предложение «а загуглите» я всегда отвечаю: «Ты давай не умничай, ты пальцем покажи». И так что верю, что у нас таких много, поэтому это видео для тех, кто едет в Гродно. Здесь я собрала всю интересную, как мне кажется, и полезную информацию про транспортное сообщение, про жилье, кафе и рестораны, про обзорные площадки и тот минимум, который я, как местный житель, рекомендовала бы вам посмотреть. Но не будем затягивать, все коротко и по делу, все как мы любим. Итак, Гродно. Даже если вы приехали на пару дней, все равно не хочется терять ни минуты на то, как во всем этом разобраться, в какую сторону идти и на чем ехать, особенно если вы в нашем городе впервые. Я провожу фотопрогулки для туристов и подписчиков, и как добраться из пункта А в пункт Б – один из самых распространенных вопросов. Если вы приехали на поезде, то железнодорожный вокзал находится как раз в центре города. Отсюда пешком до центральной улицы Советской буквально 15 минут, гуляющим шагом. Кассы для покупки билетов находятся на втором этаже. Вот здесь вам надо подняться по лестнице. А на первом этаже находятся туалеты. Вам нужно войти в боковую дверь вот сюда. Между прочим, вопросик такой не лишний иногда. И если так случилось, что вы приехали ночью, то в здании вокзала есть работающее кафе 24/7. В общем, все сделано для удобства пассажиров. И еще у нас в Беларуси абсолютно безопасно. Вы можете гулять хоть при луне. С вами ничего никогда не случится. Во-первых, у нас везде камеры, буквально на каждом столбе и здании. А во-вторых, белорусы очень спокойные и миролюбивые люди. У нас редко можно услышать про конфликт и, не дай боже, драку. Что-то я такого даже не припомню. И обратите внимание, что по городу расставлены указатели направлений, что тоже помогает сориентироваться. Рядом с вокзалом находится остановка общественного транспорта. И на каждой есть расписание и электронное табло, которое проинформирует вас, во сколько по времени ждать ваш автобус. Все сделано для максимального удобства туристов, для того, чтобы вы планировали свое время, а не теряли его, стоя на остановке. Есть также напротив как раз остановки и напротив вокзала стоянка такси, так что выбор есть. Если же вы приехали в наш город на автобусе, то, соответственно, автовокзал тоже находится рядом с центром города и недалеко от ЖД вокзала. Дойти туда можно минут за 20, я имею в виду на ЖД вокзал. Туалеты находятся за зданием вокзала. Вот я как раз их снимаю. Там впереди места для курения и туалеты. Рядом с первой и второй платформой, чтобы вы ориентировались. И остановка общественного транспорта тоже в зоне видимости. У нас не мегаполис, нет множества остановок, которые разделяют транспортные потоки, и непонятно, на какую надо именно в вашем случае, поэтому не волнуйтесь, у нас вы не заблудитесь. В городе Гродно довольно развитое транспортное сообщение. Курсируют автобусы, троллейбусы и маршрутки. Все следует строго по расписанию и довольно часто. Пока я буду стоять здесь и снимать, вы сами все увидите, сколько общественного транспорта проезжает мимо. Так что не волнуйтесь, с этим у нас тоже нет проблем. Есть различные сервисы по справочникам маршрутов в городе Гродно. Самые популярные — это, наверное, Викиротес. Там можно увидеть, куда идет тот или иной транспорт и актуальное расписание. Или также, когда вы уже выясните, какой номер автобуса или троллейбуса вам нужен, можно смотреть актуальное расписание в приложении Гродно Б-Трансбай. Все названия сайтов я прикреплю в описании к этому видео. Безусловно, есть и другие сайты, но это, наверное, самые распространенные. И вот здесь хорошо видно, насколько рядом с автовокзалом находится ЖД вокзал, то есть железнодорожное полотно рядышком, и пройти вам нужно вот по этому переходу буквально с чемоданами, и вы дойдете за 20 минут гуляющим шагом в направлении ЖД вокзала. На всех остановках общественного транспорта, во всяком случае в центре, висит электронное табло, и абсолютно на всех остановках в городе Гродно есть актуальное расписание на табличках, которое вы
можете посмотреть для того, чтобы понять, во сколько ваш автобус или троллейбус приедет. То есть у нас все просто и доступно. Для того, чтобы заказать такси, можно воспользоваться приложением Яндекс.Гоу, предварительно установив его у себя в телефоне. Тогда вам не нужно будет говорить таксисту, откуда вас забрать. К тому же вы можете не ориентироваться в городе, и в приложении точка, где вы стоите, будет указана. Либо можно позвонить с мобильного телефона. Телефоны я тоже сейчас укажу на экране и также в описании к этому видео. Следующий волнующий туристов вопрос, конечно же, жилье. Я не сомневаюсь, что прежде чем куда-то ехать, все путешественники планируют свой маршрут и заказывают жилье заранее. В Гродно достаточно гостиниц, отелей, хостелов и частных квартир, которые сдаются туристам посуточно. Кто-то говорит, что отелей и жилья в сезон катастрофически не хватает, но что вам ответить? Конечно же, если это лето, либо в городе проводятся какие-то мероприятия, фестиваль национальных культур или, допустим, День города, то, конечно же, все заполнено. Но строить еще отели и гостиницы, чтобы они простаивали все остальное время года, тоже невыгодно. Поэтому планировать надо свою поездку заранее. У меня на канале есть видео про хостелы и отели, которые находятся именно в центре города Гродно. Помимо этого, конечно же, много мест, где остановиться и помимо центра. Список гостиниц и отелей по ценовым критериям я оставлю в описании к этому видео. Но если вы приехали в город на автомобиле, то вам доступен гораздо больший выбор, в том числе жилья за городом. Что я имею в виду? Например, гостиничный комплекс Святск-Воловичи или усадьба Радивилки. Цены там приемлемые, сервис на очень высоком уровне, свежий воздух, и до центра города на машине вы будете ехать минут 25. Согласитесь, тоже вариант. Потому что бывает, что из какого-то района можно добираться до центра и дольше на автомобиле. Так что советую рассматривать и эти варианты тоже. В Гродно есть жилье от заоблачных цен до вполне себе приемлемых. Если же вы хотите снять квартиру, то это все можно найти, конечно же, на сайте Куфорбай и Реалтбай. А список отелей и гостиниц можно увидеть и забронировать на Островок.ру, ну и Booking, конечно же, куда без него. Итак, где же поесть? Вот чего в Гродно много, так это заведений общепита. От баров и кафе до ресторанов на любой вкус и кошелек. В центре вы можете завернуть в любой дворик, и с большой долей вероятности там тоже окажется очередная кафешка. Заведений на самом деле очень много, разных, разнообразных. Кто-то специализируется на выпечке и десертах, у кого-то хороший кофе, либо белорусская кухня. Ну и шаурму с пиццей вы тоже найдете здесь без труда. Поверьте, здесь даже не стоит тратить время и показывать вам что-то конкретное и что где находится. Куда бы вы ни повернули голову в центре, ваш взгляд упадет на очередную точку общепита. Этот сервис у нас развит очень хорошо. Во всех кафе и ресторанах у нас безопасно для здоровья, это немаловажно. Здесь очень хорошо работает санстанция города. Часто туристы также у меня спрашивают, а где вкусно? Куда пойти, чтобы прямо вау? Но вот этот вопрос для меня сложнее, так как у всех вкусы разные. Часто туристы просят у меня посоветовать заведение, где, например, есть белорусская кухня или вкусные драники. Это белорусское национальное блюдо. Честно скажу, не знаю, потому что лично мне субъективно не придет в голову есть жареную в масле картошку. Я драники уже не помню, когда ела. Но это только я, наверное, такая. А насчет вкусно, все действительно очень индивидуально. Многое зависит также от поваров, которые работают в заведении. Читайте отзывы. Но понятно, конечно же, что стоя перед кафе и рестораном ты не будешь открывать сайт и читать. Поэтому по субъективным отзывам туристов, которые были у меня на прогулках, могу порекомендовать, например, итальянскую пиццу Форно, или рассказывают, что вкусно также в Жаровне, или ресторан «Угли», что на перекрестке у Свято-Покровского кафедрального собора. Хвалят ресторан «Муравьев» или Кроненпарк-отель. Очень неплохие десерты и кофе в кафе «Джезва». А вот, например, на крыше ЦУМа, где обзорная площадка, мы были с друзьями, им очень понравилось, а мне не понравилось совсем. Так что тут действительно все индивидуально. Но заведений очень много, повторю, на любой вкус и кошелек. Поэтому все, что могу посоветовать, заходите в любое, вы обязательно найдете что-то интересное для себя и выбирайте по интерьеру. Видите, какие есть атмосферные места.
Конечно же, приехав в город, хочется увидеть что-нибудь необычное и интересное. Старый город с высоты, например. Для этого у нас есть несколько обзорных площадок. Одна из них расположена на крыше ЦУМа. Достаточно войти и повернуть в фойе налево. Там будет лифт, и можно подняться прямо на крышу. Старый город здесь как на ладони. Необычные черепичные крыши, плотная застройка старого центра. Такое ощущение, что попадаешь в какой-то европейский городок из старых фильмов. Самые необычные снимки можно сделать именно здесь. Следующая обзорная площадка находится около замков. Тут постоянно много туристов, делают фото, и поймать момент для съемок без людей очень сложно. Но именно отсюда открывается красивый вид на реку Неман и вид на старый замок, а также старинный мост между замками. В общем, рекомендую. А следующая площадка уже на левом берегу Немана. Тут стоит беседка на улице Горновых. И отсюда посмотрите, какие красивые виды на правый берег. Именно отсюда открывается красивый вид на старый замок, драмтеатр, костелы и основные достопримечательности города. Рядышком построили ко дню города новый благоустроенный сквер с обзорными площадками, подвесными качелями, лавочками и зоной отдыха для малышей. Виды отсюда открываются великолепные. А осенью часто по утрам можно увидеть туманы над рекой, когда река укутана в белое облако и совсем не видно, что внизу. Очень интересный опыт тоже, поверьте. Следующая не менее интересная локация находится напротив драмтеатра. Вам нужно подняться по ступенькам к Бернардинскому костелу, и отсюда также открываются великолепные виды, как на здание театра, так и на мост, на танк, который стоит на площади. И, кстати, в вечернее время тут тоже очень необычно. Красивая подсветка, и снимки получаются великолепные. Что могу посоветовать как местный житель посмотреть, если вы приехали на пару дней? Что обязательно рекомендовала бы увидеть в первую очередь? Ну, во-первых, кирха. Первое упоминание в 1793 году. Она является памятником архитектуры в стиле неоготики и построена из бывшей таверны по приказу короля Станислава Августа Понятовского для рабочих, которые строили по проекту Антония Тезенгауза мануфактуры и здания в нашем городе. Квалифицированных рабочих Понятовский приглашал на эти земли из Пруссии, а они были лютеране. И для того, чтобы молиться, им нужна была кирха. В кирхе по выходным дням проходят концерты органной музыки. В кирхе огромный орган, который был привезен в общину при поддержке посольства Германии в Беларуси из города Франкфурта на Майне. Он изготовлен в 1960 году немецкой фирмой, которая занимается производством таких инструментов с 1820 года. В нем 26 регистров и 2500 труб. Очень красивое звучание и великолепные концерты в кирхе. Кстати, вот эта музыка, которая звучит, как раз с записи концерта органа. Еще одна необычная, но очень интересная достопримечательность, которую я порекомендую, это пожарная каланча. Она построена на пожертвования горожан после большого пожара в городе, и построили ее в начале 20 века. Дело в том, что здесь есть одна особенность. Ежедневно в 11:58 с пожарной каланчи в центре Гродно доносится живой звук трубы. Каждый день, одетый в старинную пожарную форму, наверх старинной пожарной башни поднимается трубач и играет новую мелодию для каждого дня недели. И неизвестно заранее, какая мелодия будет сегодня. Это представление собирает толпы туристов, но такая маленькая подсказка. Стоять и все хорошо слышать можно и на улице Замковой.
Живое выступление продолжается 2 минуты, так как ровно в 12 начинают отбивать полдень древние часы на Варном костеле, и если в это время загадать желание, оно непременно сбудется. Трубачи на пожарных башнях стали появляться в 1930-х годах, и для горожан их игра была своего рода предупреждением, что в городе все спокойно. В Гродно с 2010 года возобновили эту красивую традицию, так что очень рекомендую. А вот такой вид открывается с башни пожарной каланчи, если на нее подняться. Но это бывает редко. Только раз в год, в ночь музеев, разрешено туристам подниматься на башню пожарной каланчи. В городе достаточно музеев к посещению, но всегда интересно побывать вместе с историей с большой буквы. Старый замок является единственным сохранившимся королевским замком на территории современной Беларуси. С начала XII века он был княжеской резиденцией Городенского княжества, и здесь были возведены княжеский терем, нижняя и верхняя церковь, другие жилые и хозяйственные постройки. И в это время в замке были построены каменная стена из плинфы, аналогов которой не было среди других восточноевропейских сооружений. До наших дней сохранились дворец, фрагменты оборонительных стен, руины нижней и верхней церквей, княжеские палаты, мост и замчище. Теперь в замке размещен музей, и традиционно весь комплекс сооружений на Замковой горе имеет название «Старый замок». Иногда можно услышать мнение, что все, мол, тут новодел. Ну, послушайте, конечно же, все восстановлено заново, но по старым рисункам и гравюрам, и красиво же сделали, и дорого-богато, и есть что показать. Мне, например, очень нравится. К тому же помните о бесплатных днях посещения. В 2025 году каждую последнюю среду месяца вход в музеи города, не во все, конечно, но мы к этому стремимся, бесплатно. Так что можно спланировать свое путешествие в город с учетом этой информации, и это будет маленьким приятным бонусом. Так что посещение старого замка однозначно рекомендую. Иногда, бывая в старых замках европейских стран, там смотришь, что нет такой реконструкции и реставрации, оставлены голые стены без декора. Возможно, он просто не сохранился, но интересно же смотреть на то, как это было, когда это было королевским замком, с тем оригинальным декором, старинными подсвечниками и мебелью. И приятно смотреть, когда все это в великолепном состоянии, согласитесь. Борисоглебская, или, как ее еще называют, Калужская церковь. Это один из самых древних и узнаваемых храмов в Беларуси и символ Гродно. Точная дата появления храма неизвестна, его построили примерно в 1180 году. Архитектором выступил известный древнерусский зодчий до монгольского периода Петр Меланек. Калужа сложена из плинфы и отличается уникальным декором фасадов. Неоштукатуренные стены украшены вставками из полированных цветных валунов и глазурованной керамической плитки. Стены храма двойные, во внутреннем слое между кирпичами вмурованы многочисленные кувшины-голосники, придающие помещению особые акустические свойства. Не буду рассказывать всю историю, это все есть у меня на канале. Найдите и обязательно посмотрите. Там я рассказываю о маленьких секретах этого места, которые вы сами ни за что не найдете и не обратите внимания, а это очень необычно, уверяю вас. Большая хоральная синагога ведет свою историю с XVI века. Нынешнее здание синагоги было построено Ильей Фрумкиным с 1902 по 1905 года в одной из разновидностей эклектики в мавританском стиле, на фундаментах и с использованием стен предыдущей синагоги. В период немецкой оккупации Гродно синагога, находившаяся в центре гетто, использовалась нацистами как место сбора евреев перед отправкой в концлагеря, и богатому внутреннему декору здания во время войны был нанесен серьезный вред. С 1991 года здание возвращено еврейской религиозной общине, а в 2011 в синагоге началась реконструкция. Сейчас там проходят службы, проводятся культурные мероприятия и встречи еврейской общины. В нее можно зайти, на двери висит расписание, и синагога, как вы видите, внутри очень красиво.
Конечно же, это далеко не полный список для посещения в нашем замечательном городе. Но так, скорее то, что можно посмотреть за 1-2 дня. Обязательно сделайте снимки у здания бывшей Мариинской гимназии. Сейчас это университет имени Янки Купалы. Стены его увиты девичьим виноградом, и особенно осенью, когда буйство красок, листья красные, желтые, зеленые, все это выглядит весьма впечатляюще. Прогуляйтесь по Швейцарской долине. Это живописный уголок города в долине речки Городничанки и одновременно исторический объект, уходящий корнями в далекое 19 столетие, когда это место получило название Швейцарская долина. Сегодня это любимое место отдыха горожан и изумительный уголок природы в центре города. Прогуляться вечерком под столетними деревьями в хорошей компании, пофилософствовать на тему скоротечности времени, чем не замечательный финал любой обзорной экскурсии по Гродно. Если видео было полезным, ставьте лайк, пишите свои комментарии, какие у вас любимые места в городе, которые вы бы посоветовали к посещению. Задавайте вопросы, мой канал для того и создан, для общения между людьми. Ну а я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!